Привет-привет, с вами Алена. Сегодня сделаем маникюрчик не просто для клиентки, а для Камилы. Это наша управляющая, самая главная над всеми администраторами моего салона. И у Камилы есть такая проблема, у нее постоянно происходят сколы и отслойки на кончиках. Ногти достаточно эластичные, ну и плюс она сама очень активная, деятельная, постоянно работает, что-то делает и часто пропускает время коррекции, потому что не хочет тратить время на маникюр, а постоянно в делах, в заботах, каких-то организационных моментов. Но вот настал день, когда я шла мимо, увидела, что все это неприлично отросло и решила ее отловить. Практически силком посадила и решила, что будем делать ногти. И самое главное, что мы сегодня сделаем, это мы разберем, как можно сработать с такими ногтями, с которых все скалывается с кончика. Забегая вперед, скажу, что мы не будем использовать акригель и много пилить. Покажу один из способов альтернативного укрепления. Ну а пока выполним комбинированный маникюр, все стандартно, проработаем алмазными фрезами, срежем кусачками, зашлифуем где нужно и, конечно, я буду использовать свою любимую присыпку. Вопрос относительно присыпки меня просто преследует. Многие не понимают, зачем я ее везде сыплю, как не в себя. Но дело в том, что она, во-первых, помогает фрезе не забиваться, и мне не нужно ее чистить во время маникюра, а бафик, как делают многие. И также она хорошо позволяет видеть ту кожу, которую нужно срезать. Так как она подсушивает, белую полосочку для среза видно прям вообще отлично. Поэтому я люблю работу по присыпке и выбираю для себя именно такую технику. Но она, конечно же, не является единственной верной. И тут у нас еще есть небольшое лирическое для меня отступление. Я решила показать, как я реанимирую кисточки. Вот эта кисточка, например, Рублев, и она пала смертью храбрых у нас в обучающем классе, потому что не свое, не жалко, и с кистями происходят вот такие вот метаморфозы ужасные. Они все растрепанные, я предварительно их промывала в растворителе, не в растворителе, а в жидкости для акрила. И потом я заваривала их кипятком. То есть наливаешь крутой кипяток в стакан и полоскаешь там кисточку примерно 30 секунд. И тогда в большинстве случаев ворсинки соберутся. И дальше нам остается просто искупать кисть в базе или в топе. И она соберется вот в такую аккуратненькую. Помнится, мне за 1,5 часа я реанимировала вот примерно плюс-минус 9 кистей, по-моему, если я ничего не путаю. Или 10, сколько их? 1, 2, 3, 4. 10 кистей у меня здесь вроде показано. Вот, и осталась еще целая куча, на самом деле, кисточек, которые я должна починить. Кому интересно, я вот так вот делаю, потому что кисточки тоже не навыкидываешься, они стоят прилично, и я считаю, что кисть должна служить не 1 месяц. Мои кисточки по 5-6 лет работают. И мы перешли к самой сути. Обратите внимание, я нанесла подложку, просушила и на кончик выложила вот такую импровизацию, что-то похожее на френч, но на самом деле я заполнила те места, укрепила и уплотнила, где у нас были отслойки. А тут я наконец-то попробовала гель, который у меня лежал чуть ли не полгода, наверное, от Nano Professional. Он имеет вот такой молочный натуральный цвет. И такой гель для меня тоже является все-таки теперь уже must-have, потому что он имеет цвет натурального свободного края, такой немножко слоновой кости. И вот если ваш клиент планирует сделать полупрозрачное покрытие, и вы не можете донарастить ему камуфлирующим гелем, потому что будет видно, не можете прозрачным, потому что тоже будет видно разницу в цвете. В общем, такое самое то. По поводу укрепления, в общем-то, здесь все. То есть я просто промазала кончики еще раз базой. Я взяла Fiber базу от Nano Professional, также промазала ей. И потом выровняла обычной прозрачкой. И эти ногти до сих пор носятся, хотя прошло уже где-то 3 недели с момента маникюра. Запоздала я немножко с этим монтажом, но все отлично, все круто и никаких отслоек нет. Я очень надеюсь, что я поймаю ее на коррекцию, но это, как говорится, не точно. Время у нас у всех очень сильно ограничено, и несмотря на то, что мы работаем в одном месте, нам очень сложно состыковаться. Ну а тут вы наблюдаете, что я уже на готовый ноготь, на легкое выравнивание базой наношу цветные топы. Это серия цветных топов от Имень. Очень прикольная штука, они без липкого слоя, и, в общем-то, можно было оставить так же. Но мы решили не останавливаться, потому что у нас были наклейки и, в принципе, хорошее настроение, поэтому залепили все. Это вариант самого быстрого дизайна, вроде бы и модная абстракция, и в то же время
быстро и без заморочек. Ну а дальше банально перекрываем топом, немножко довыравниваем, и человек свободен. Конечно, не забываем подпилить свободный край. И да, думаю, под матовым было бы тоже круто. Но, как я выше сказала, Камила у нас девушка активная, поэтому лучше глянцевый топ. И, о ужас, вы сейчас видите масло, не Атис, да, казалось бы, на меня совсем не похоже, но это был день, когда я была одной ногой в Москве, и сумки были собраны, в общем, под руками было только какое-то другое масло. Поэтому вот так. Ну что, я думаю, ногти получились веселые, классные, и самое главное, что они действительно носибельные. Ну а вам большое спасибо за просмотр. Пока-пока, с вами была Алена. Не забывайте поставить лайк, подписаться, и до новых встреч. И как всегда, берегите себя и свои ногти.